Что круче, Алиса или Сири? Я могу поискать информацию об Ой, этом в ты сети. тупой какой. Алиса бы сейчас завязала, да, диалог какой-нибудь? Окей, Google, расскажи шутку. Ну, слушайте, не могу передать, как же я не выношу мусор. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня обычный обзор. Вы дождались обычный обзор. У нас обзор магнитолы Pioneer. Огромное количество магнитол Pioneer я уже снял. Но сегодня у нас магнитола необычная. Поэтому необычный, наверное, тогда обзор. Да? Магнитола у нас странная. Сегодня, как минимум, я ее когда увидел, я подумал, что странное. Я вам сразу покажу, чтобы вас не томить. Она делает вот так. Оп, оп. В чем инновация этой магнитолы, почему она меня заинтересовала, решил про нее обзор снять. На мой взгляд, это такой немножечко сейчас шаг в будущее. Я сейчас увидел магнитолы будущего на примере этой магнитолы. Я ее себе представил так, что вы садитесь в автомобиль, вставляете в какой-то такой специальный кредл ваше мобильное устройство, и все, вся ваша мультимедийная библиотека, ваши контакты, вся информация, которая у вас всегда с собой есть, у вас появляется в вашем автомобиле. Без необходимости использовать какие-то доп. Интерфейсы, чтобы задружить телефон, автомобиль, без каких-то подключений по Bluetooth. Я вот сегодня увидел в этой магнитоле будущее. Сейчас я вам покажу, надеюсь, вы это вместе со мной увидите. Давайте начнем с упаковки. У нас, как я уже сказал, в подарок к этой магнитоле сейчас Pioneer предлагает парктроники. Давайте посмотрим, как это все упаковано. Такого я ни разу не видел, если честно. У нас стандартная коробка, обычная от магнитолы, но вот в такой, назовем ее мастер коробка. У нас обычная пионеровская упаковка, и в подарок вот парктроник. Поддерживает передачу данных и музыки по Bluetooth. Она совместима с устройствами на Android, на iPhone. И вот это вот самая интересная штучка, про которую я сегодня вам расскажу. Это Pioneer Smart Sync. Комплектацию парктроников сразу. Это не самое важное здесь, но приятно. Блок сам парктроников, 4 датчика, фреза для установки их в задний бампер, провод питания, провод для подключения главного блока к магнитоле. И, собственно, все достаточно просто. Конечно, вы наколхозите, упорите ваш бампер, поэтому отдавайте такие вещи профессионалам. По стоимости парктроники такие, обычная цена их 3000. Магнитола сейчас предлагается за 8600 вместе с парктрониками. И да, я сразу отвечаю на вопрос, лучше взять 510 Pioneer, если вам нужна процессорная магнитола. Но у этой магнитолы есть своя фишка, и не одна. Сейчас мы ее подключим, я вам подробнее про это расскажу. Давайте включим. Такое ощущение, что сразу экран у нас огромный, но это не так. Экранчик вот он. Вот это расстояние экранчика. И он здесь, я бы так сказал, вспомогательный, потому что магнитола рассчитана на работу в паре именно со смартфоном. Сама магнитола, как минимум, необычный дизайн, очень компактно сделана. Из навигации у нас буквально кнопки громкости слева-справа и кнопки вперед-назад. Это главная кнопка переключения источников. Она же выкл, если подержать. Эта клавиша служит для входа в меню и переключение в режим работы со смартфоном. Сейчас она не работает. Вот горят снизу у нас два вот таких индикатора, которые говорят нам о том, что магнитофон уже увидел у нас телефон. Видимо, я забыл выключить Bluetooth. И да, мы уже к нему подключены. Здесь у нас уже сразу запущено радио. Если мы переключимся на источник как приложение, мы управляем уже музыкой отсюда. Меняем треки. Телефон легким движением вставляется у нас вот в этот кредл. Можем запускать навигацию отсюда, можем включить голосовое управление. Работает также у нас голосовое управление через телефон. Окей, Google. Выглядит достаточно стильно, и это на самом деле удобно, что кредл у вас не где-то там рядом, а вот прям, можно сказать, в самой магнитоле. Распознавание голоса, он сразу перечисляет команды, которые он понимает, то есть мы можем голосом включить навигацию, переключать треки, мы можем переключаться между установленными навигаторами, это круто. Теперь по нажатию кнопки навигации у нас будет запускаться Яндекс навигатор. Поддерживает он также iPhone,
Android по шнурку или по Bluetooth. Вот очень удобно по Bluetooth, никаких шнурков не надо. Однако у нас здесь же есть в самом устройстве USB вход, через который мы можем прослушивать музыку и также заряжать смартфон. Можем настроить здесь прямой вызов, здесь из телефонной книги обозначаем какой-то контакт, и по нажатию кнопки телефон здесь будем переходить к списку контактов, а при ее удержании звонить заданному быстрому контакту. Цвет вот этих вот диодов при входящем вызове Parktronic. Громкость сигнала можем здесь выставить, вывод сигнала, какие динамики и предупреждение о столкновении. Здесь я не совсем понимаю, что это за функция. Надо почитать инструкцию, мы этого не делали, если честно. Напишите, если вы знаете, как это работает. Мы можем здесь уведомлять некого адресата по телефону или по СМС, здесь указав этот телефон, при столкновении. Но как он определит столкновение, если честно, я пока не понимаю. Кстати, Артем вот предположил, как она может распознавать ДТП. Она же видит скорость, и, видимо, при резкой остановке, если, например, она видела 200, а потом сразу 0, возможно, она отправит кому-то сигнал, и это здорово, потому что если вы ехали 200, а потом сразу 0, скорее всего, вы сами позвонить уже не сможете. Далее экран, здесь огромное количество настроек, у нас есть темы, которые меняют нам как обои на экране смартфона, так и подсветку. Также есть живые темы со всякими вот такими вот красотулечками, очень прикольно, и также мы можем, естественно, настроить все это самостоятельно. Поиграться есть с чем. Самое интересное, мне кажется, здесь в эффектах. Здесь мы вот подходим к самой интересной фишке, мне кажется, в этом магнитофоне, потому что раньше я это видел только в плеере Astel Kern. Это настройки эквалайзера. Мало того, что при подключении к смартфону он 31-полосный, а не 13-полосный, если без смартфона используется устройство. Но здесь также можно выставлять эквалайзер, рисуя. Это очень круто. Мы можем делать все, что угодно, и масштаб при этом мы можем изменить и настроить более точно какие-то частоты уже вручную. Супер функция. Я не знаю, кто в компании Pioneer додумался до этого. Надо этого человека премировать обязательно. Но, на мой взгляд, это что-то очень новое. Улучшайзеры всевозможные есть у нас. Вот эта вот штука, я так понимаю, она нам убивает нижний фильтр, просто выпускает все басы, делает все на всю, очень громко. У нас действительно, мы сегодня слушали через один динамик, музыка начинает играть супер громко и весь диапазон частот воспроизводить с одного динамика. И здесь у нас Easy Sound Fit, я так понимаю, это что-то вроде предустановок задержек. Мы здесь ставим, где у нас сидит водитель, и выбираем размер автомобиля. И задержки в этом случае у нас будут предустановлены. Подходим, собственно, к регулировке аудио. Здесь у нас опять улучшайзер, здесь у нас опять улучшайзер, обычная тон-компенсация, привычный фейдер-баланс, который также управляется рукой, и супер живая графика. Не смогли Pioneer сделать это на своих прям собственных магнитолах двухдиновых, за что я всегда ругал. Такой плавности никогда не было. И вот так они решили сделать ход конем на смартфоне, это реализовать гораздо проще. И здесь это просто нереально шикарно выглядит. Доп настройки. Здесь у нас все очень круто. И мне вот непонятно, почему не добавили еще и кроссовер. Тогда бы просто цены не было этой магнитоле. Однако я могу регулировать громкость каждого динамика отдельно. Могу включить фильтр. Но фильтр ограничен у нас 250 Гц. И временные задержки мы можем поставить, насколько этот динамик будет задержан относительно остальных. И это очень круто. Если кто-то не знает, для чего это делается для того, чтобы сыграл у вас в начале динамик дальний от вас, и пока звук до вас долетит, только после этого сыгрывает динамик ближний к вам. Таким образом, сцена у вас локализуется перед вами, а не на ближний к вам динамик. И по сути у нас магнитола, не считая кроссовера развитого, который сейчас в большинстве систем и не нужен, при всем. Конечно, не обошлось без косяков. Магнитофон сыроват в плане собственного голосового помощника. Я сегодня с ним поигрался, не буду вам это показывать, но вот он понимает ограниченное количество команд и понимает их хреново. Либо я говорю как-то с не очень китайским акцентом, хотя он не китайский, да? Где он? В Таиланде он сделан. С тайским, видно, акцентом нужно говорить. Не очень хорошо, меня, по крайней мере, понимает его собственный голосовой помощник, но он и не нужен, то есть мы можем пользоваться тем же окей Гуглом
выводя информацию визуальную на экран, голосовое у вас точно так же будет проигрываться через головное устройство. Задвинуть Cradle у вас не получится, это тоже один из минусов, пока вы не снимете панель. Задвигается очень даже просто, простыми движениями, без особых усилий. У нас даже, вот можете обратить внимание, сейчас магнитола не закреплена, но он заезжает, выезжает отлично. Также Cradle можно вращать, переводя телефон в вертикальное положение. Но сейчас мы попросим Артема завершить вот это чудо подключения, чтобы магнитола подумала, что у нас, да, включена задняя передача. А ну-ка теперь датчиками поиграйся. Ну супер, а ну отключи, вот типа мы не воткнули заднюю передачу. Все, мы не в задней передаче. Так, звука у нас, кстати, нет, да? Потому что у нас отключены динамики. И это, наверное, минус. Вдруг у вас аудиосистема по какой-то причине не запустилась, да, процессор у вас стоит внешний, и динамики еще не включены, а вы сейчас кого-нибудь впорите. Ну да, но он не пищит. Было бы здорово, если бы он прямо на экран самого смартфона выводил звук, но он не делает этого. Вот один из небольших косяков. Можно было бы пищать и здесь, на телефоне, потому что динамики в этот момент могут быть выключены. Это что, приблизился? Ну это мы ударились уже, да, отойди. А ну, какой ужасный звук. Да нет, он-то другими переключил. А выключи вообще. Ужас какой. Это сдохнуть можно, если... Да лучше никому не приближаться. О. Да, ладно, это у нас очень громкий слишком звук для... Да, хватит, выключать его. Работает. И, кстати, работает тоже круто, живо. Мне очень понравилось. Хорошая штучка. Покупайте, пока они дарят, потому что скоро она 3 будет стоить. Проверили сейчас еще и быструю зарядку, которая написана на коробке. Но здесь не написано Qualcomm Quick Charge или что-то в этом роде. Написано просто быстрая зарядка. Он не включил быструю зарядку на телефоне. У нас написано... Сейчас будет просто зарядка. Заряжать будет быстрее телефоны, но это не именно та самая быстрая зарядка. Выводы. Почему магнитола действительно меня заинтересовала? Это что-то новое, как я уже говорил. К отказу от устройств-переходников, так скажем, посредников. Все идет. Samsung показала это недавно станцией DeX. Многие даже не поняли, что это такое. На самом деле, действительно, Samsung показали тоже будущее. Они показали... то, что вам сам компьютер не нужен, у вас компьютер всегда в вашем кармане. Вы можете взять ваш смартфон, подключить его к телевизору, подключить мышку с клавиатурой, будет комп. Я считаю, что сейчас магнитола это тоже такое переходное звено. У вас есть абсолютно все в вашем смартфоне, чтобы воспроизводить музыку, чтобы общаться с людьми, чтобы пользоваться навигацией. И магнитолы, как бы это пока получается интерфейс между автомобилем и смартфоном. И вот Pioneer сделали первый шаг на пути к избавлению, так скажем, от магнитол. Хотя я не думаю, что они в этом заинтересованы, но смотрят, видно, что люди смотрят в будущее. Действительно, у нас сейчас мы получили магнитолу, которая раскрывает супер функционал просто при подключении к смартфону. Чего вы там шепчетесь? Получили действительно инновационное устройство. Я троллил Pioneer часто, вот там снимаем обзор какой-нибудь 29-й BT. У него подсветка на колесике появилась, у других там появился какой-нибудь подсвеченный разъем на USB, сменные подсветки, Mixtrax. Прогресс всегда был достаточно спорным. Сейчас же мы действительно получили какое-то уже новое устройство. Возможно, пока переходный вариант. У нас есть они в магазине? Ты так шифрованно пытаешься прорваться, что ли? Слышишь, палево какое? Pioneer у тебя. Откуда у тебя такой Pioneer? У тебя тоже есть? Есть? Да. А это они просто на замке поставили. Вот, слышишь, 1300. За футболки снимаем обзоры. Магнитолы у нас на LoudSound.ru есть же они, да, такие? Можете заказывать, 8600 цена, и сейчас парктроники за 3000 идут в подарок. Подписывайтесь на канал LoudSound, подписывайтесь на мой инстаграм, он вот здесь, ВКонтакте вот здесь. Можете получить консультацию или или у онлайн-консультантов. Всем покажите громко. Да ну, Дынчик, хватит, дай мне сосредоточиться. Смотри, вот так вот.
Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор, потому что у нас обзор обычный, казалось, да и хуйня какая-то. Тёма, видишь прогресс в чем? Прогресс, который мы заслужили. Вот через обычную панельку я бы тебя сейчас не видел. Окей, Google, где купить анашу? Теперь марихуану можно купить в магазинах Калифорнии, далеко.